Есть. Опа, еще один ленек. Есть леняра. О, это хороший кабанчик. Во, красавчик. Ребята, всем привет! Сегодня у нас с вами будет рыбалка на боковой кивок в камыше с берега. Нерестовый период еще продолжается, осталось совсем немножко подождать, уже можно будет рыбачить с лодки, и вот тогда уже пойдет интереснее рыбалка. Но думаю, сегодня будет рыбалка не менее интересная, чем на ловлю на боковой кивок с лодки. Приехал на один из красивейших водоемов, на которых я рыбачу. В прошлом году на этом водоеме я приезжал, рыбачил только с лодки, с берега ни разу не рыбачил. И ловил я здесь карпа. Но он тут больше похож уже на сазана, одичал. Есть в этом водоеме линь и крупный карась. И вот я сегодня думаю половить этого линя и карася. Карася не знаю, карась сейчас трется. И пока с вами стою, разговариваю, я слышу в камышах всплески. 100% карась пошел на нерест. Линь тот чуть позже идет на нерест. Взял с собой удочки на боковой кивок. 2. Cold Dragon. Поставил мормышку небольшую. Вот такую. Это, по-моему, 6-й номер мормышечка. Шнур не менял. Шнур у меня здесь стоит 0,35. Как раз то, что нужно для ловли в камыше, в закоряженных местах. Удочка с большим тестом, 150 грамм. Крепкая, выдерживает трофейную рыбу легко. И взял с собой также еще осень. Про запас. Сейчас покажу вам место, где я буду рыбачить. Закармливаемся и приступаем к рыбалке. Взял с собой вейдерсы. Как закормлюсь, то сразу их одену, потому что тут есть у меня одно место, где без сапог не доберешься туда, в камыш. Спрашивают у меня, какие я использую вейдерсы, в смысле, какой фирмы. Вейдерсы фирмы, сейчас вам покажу, Гума-Трест. Производство Украина. Отличные вейдерсы, рекомендую. Плотный ПВХ сверху до низу. Усиленные колени. И
сапог. Ну, сапоги они практически у всех идут одинаковые, у всех фирм. Но мне нравится именно вот верх. Толстый, плотный ПВХ. Чтобы его порвать, нужно умудриться еще. Прикормку я буду использовать крупнофракционную, так как на этом водоеме очень много мелкой рыбы. А именно красноперки. И если закормиться магазинной прикормкой, подойдет эта мелочь, и она просто не будет давать вам опускать наживку. Поэтому я наварил пшена, наварил перловки и напек картошки в микроволновке. Подавил картошку, сделал как пюре ее, перемешал с перловкой, с пшеном. И сейчас вот такой прикормкой я закормлюсь. Из наживки я буду использовать только опарыша и червя. Вот, понабирал. Но я любитель больше на опарыша. Если у линя хороший аппетит, то он клюет хорошо как и на опарыша, так и на червя. Особенно при ловле на боковой кивок вообще разницы нету. Закармливаемся, расчехляем удочки, одеваем вейдерсы и приступаем к рыбалке. Вот такое вот место, шикарное. Вот тут прямо одна точка, глубина где-то около 1 метра. Вот так вот вторая точка, там вот третья. Идем дальше. Солнце как раз в лицо. И вот там вот 4-е место. И вот тут вот сбоку 5-е. Вот про это место я вам говорил, что тут без сапог не зайдешь. Стал так, чтобы солнце не светило в глаза. Это место я приезжал где-то пару дней назад. Сам оборудовал, лазил тут, все вырезал. Когда-то еще года 2 назад здесь рыбачили, но оно все заросло постепенно. Лазил на деревья, ветки обрезал и камыш вырезал. Да, это, друзья, пошел на терку карп. Ух, и здоровенный выплюнул. Камыш вот так вот ходит. Закормимся. Так, туда тоже хватит. Комаров просто куча целая. Целая толпа комаров. В камышах так, всегда такое. Так, наверное, я сейчас на Cold Dragon наживлю опарыша пучок. Ну, на такой крючок, наверное, штук 5. Пока прикормку забрасывал, нашумел немножко. Ну, ничего страшного. Минут через 15-20 рыбка подойдет. Вот такой пучок. Ну что, проверим эту точку, которая ближе всего к берегу. Опускаем на дно. Опустили, нашли дно и держим так, чтобы боковой кивок был согнут немножко. Если рыбка стоит на точке, она обязательно клюнет. Опа. Можно вот так вот приподнимать плавными движениями. 5-10 сантиметров приподняли, опять положили на дно приманку. Красноперка дергает. Дер. Вот эта поклевка была только что, это красноперка. Маленькая, небольшая совсем. Если не клюет, минуты 2 подержали, больше не надо, 3 до 5 минут. Чуть перемещаемся в сторону. Тут заросли большие, рыба может не увидеть приманку сразу вашу. Ух ты, сошел линь. Вот вам и поклевочка.
Да, всех распугал там. Капец. Прошло после прикормки, как я закормил, где-то, наверное, минут 15 эту точку. Так что начало обнадеживает. Хочу еще раз тут опустить, хотя навряд ли. Линь распугал тут всю рыбу, который уж удрал. Опа, есть! Небольшой. Вот такой линяра. Красавец, красавец. Пойдем на дальние точки сходим, посмотрим, есть там рыбка или нету. Аккуратно. Не распугать тут никого. Смотрите, какое тут место. Красота. Вот эта точка точно должна сработать. А ну-ка. Тут же шикарях много, кстати, на дне. Всяких разных. Павшие деревья. Есть поклевочка. Ух ты! Хороший. Хороший. Линь. Ух ты, проваливаюсь куда-то. Опа-на. Ой-ой-ой, сейчас покажу его. О, гляньте какой. Какой боец. Ну, грамм 500. 100%. На опарыша. Опарыша сразу меняю, чтобы он вот так вот двигался, шевелился, а не просто висел. Во. Хорошая точка, она мне понравилась еще, когда я только там ходил, резал камыш. Она мне уже понравилась. Еще одна поклевка. Но клюнула, точнее говоря, красноперка. Хорошая, но забирать не буду. Сейчас вам покажу. Во какая красноперочка красивая. Плыви. Одного линя ловлю с точки и больше поклевок нету. Тишина. Глубина небольшая, где-то, да, примерно может 1 метр, может 1,20 м. И при вываживании линь пугает всю оставшуюся рыбу. Она рассредотачивается по камышам. И приходится долго ждать, когда подойдет следующая рыба. Руки искусала мошка, но я с собой взял детский крем. Туда добавил где-то грамм 20 крема. И туда добавил 3 пачки ванилина. Крестик купила. Сейчас обмажу руки, как минимум руки. Ну и лицо, наверное. Иначе просто невозможно держать удочку в руках. Пойдем сейчас проверим опять ту точку, где я начал рыбачить. Может, туда опять подошла рыбка. И буду вот так вот ходить по кругу. Туда-сюда, туда-сюда. Вот.
У меня крем в такой баночке. Сейчас мажемся. Совсем немножко. Проверим, поможет или нет. Ну, как показывает практика, самый надежный вариант. Остальные, которые я покупал в магазине, да всякие разные я пробовал. От комара помогают на какое-то время, а от мошкарни нет. Уши искусали. Во, и все. И пускай теперь только укусит меня хоть одна. Ух ты, есть! Стал только опускать, и поклевка. Иди сюда, дорогой. Небольшой, но и не маленький. Ой, плыви, плыви к дядьке Ромке. Опа! Сейчас вам покажу этого бойца. Во! Это покоцанный немножко. Ну, хороший. Грамм 350 есть. Еле достал крючок. Ох, и заглотил. Линяра. О, красота. Уже видите, вот сзади у меня цветет калина. Рыбачу пока на опарыша. Кстати, кремом помазался. Никто теперь не кусает меня. Красота. Так что такая вещь классная. Рекомендую. Показывается солнце из-за туч. И начинает припекать. Сейчас скоро Ромка будет раздеваться. С утра, кстати, было градусов 17. А сейчас уже, 20 точно есть. Может даже 22. Вот так вот. Градуса тепла. Я вот так опускаю, друзья. Секунд 5 подержал. Может секунд 30 до минуты. Не больше. И достаю. В другое место перебрасываю. И вот так вот. Туда-сюда, туда-сюда. Камыш, кстати, иногда шевелится. Очень редко, но шевелится. Клев такой. Одного линя поймал. Ходишь минут 15-20, вообще поклевок нету. Потом еще одного линя поймал. И вот так вот. Вот такой вот клев. Если сравнивать, например, с рыбалкой на тот же боковой кивок, только с лодки и поройком, поройком рыбалка намного интереснее. Ну, как лично для меня. Может, опять подошел сюда линь. Это хорошее место тут. Ух ты, была поклевка. Видали? Сразу поднял, не дергая. Это, ребята, линь. А ну-ка, если не испугал его. Это да. Не ожидал, если честно. Я так плавненько кверху поднял. Может, даже и карп. Есть. Опа, еще один ленек. Да не шуми ты. Иди сюда, дорогой. Так. Вот вам и точка. Сейчас покажу бойца. Во.
поменьше, грамм 250. Самое главное, что я увидел сегодня поклевку линя. Это мои первые лини в этом году. Через неделю уже можно будет плавать на лодке, ну там чуть больше. Все, я достаю лодку, снимаю вейдерсы и рыбачу на боковой кивок, может когда и на поплавок, с лодки, буду плавать, искать по ройкам, ну все как обычно. Есть линяра. О, еще один линь. Хороший. Хороший кабанчик. Ух. Зверюга. Давай сюда кромки. Так, тут все захащено. Опа. Ну такой. Смотрите, какой. Моя рука. Грамм 500. Линь. О! Во! Красавчик. Когда ловите по прикормленным точкам, можно также вот так подыгрывать. По чуть-чуть боковым кивком. Как говорят, кашу маслом не испортишь. Никого, вы видите. Вообще бесполезно. Ух, какая туча идет. Черная. Маленький перекус. Походил минут, наверное, 15. Поклевок пока нету. Решил попить чая. Послушать пение птичек. Природа сейчас супер. В такое время года. Все зеленое, все распускается. Сейчас, кстати, цветет акация. Вообще такие, едешь, такие запахи. Просто обалдеть. Сейчас, наверное, будет дождь. Может, повезет. Пройдет мимо. Туча. Обхожу уже по второму кругу точки. И ни одной поклевки. Даже красноперка не хочет клевать. Сейчас еще порыбачу, наверное, минут 15-20, друзья. И буду сматывать снасти. Хожу уже где-то около минут 40, ни одной поклевки. Уже и снасти поменял. Взял удочку осни. Там где потоньше шнур, там где мормышка поменьше. И сменил наживку. Червя вешал. Сейчас я рыбачу на червя с опарышем на бутерброд. Вообще по нулям. Ребята, буду, наверное, сматывать я удочки. Походил я, наверное, час. Даже может больше. Вообще ни одной поклевки. Набежали тучи, такие черные. Ветра нету. Жарко. Хотел снять курточку, невозможно. Начинают комары закусывать. Через футболку мазь не спасает, потому что надо и получается и футболку мазать. Поклевки были где-то часиков с 6 утра и до 10, 4 часа. Все, после 10, вот сейчас где-то примерно 11:30, как обрезало после 10. Но самое главное, линя мне удалось поймать, прикормка сработала.
место выбрал более-менее правильное. Было бы, конечно, получше, если бы был камыш пореже и глубина была поглубже, где-то 1,5 метра глубина. Вот тогда, наверное, мне так кажется, клев был бы еще лучше. Ставьте, друзья, обязательно лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, делайте репосты видео. Всем пока. Встретимся на следующих рыбалках.